Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Etro. Сегодня он продолжает создавать новую страницу своей модной истории. Очередной этап – презентация на неделе моды в Милане совместной мужской и женской предсезонной коллекции Pre-Fall 2025, показ которой традиционно представлен в формате лукбук. Находясь в роли компании более 2 лет, креативный директор Марко де Винченцо сегодня, на мой взгляд, сумел уловить и передать через модные образы тот самый идеальный баланс. Он заключен между устоявшимися традициями, легендарным богемным наследием Etro и современными трендами. Дизайнер, казалось бы, легко и свободно адаптировал стиль боха 70-х, колоритную эстетику бренда в наш повседневный гардероб. При этом здорово потеснил всеобщую склонность к тенденции «тихая роскошь», которая с избытком заполонила и каждый дорогущий бутик, и буквально каждый масс-маркет. По факту работа была проделана колоссальная. Де Винченцо очень постарался совместить этнические мотивы, культурные цитаты, самобытную красоту и сложные ремесленные техники с нынешним стремлением к простоте, ко всеобщей универсальности многих вещей, безусловно функциональных, комфортных. Со слов модельера, он готов был принять в своем творчестве фирменные элементы Etro, но не хотел бы полностью оказаться под влиянием кодов именитого дома моды. Так что же в итоге получилось? А видим мы с вами нынче, друзья, интересную во всех отношениях, яркую, стильную линейку образов. Пусть она и называется предосенней, однако большую часть нарядов можно носить уже прямо сейчас. Представленные брендом одежда, обувь, аксессуары не привязаны строго к конкретному сезону и хорошо впишутся как в модный аутфит на весну, так и на будущую осень. В 2 словах, характер новой коллекции сам Марко де Винченцо определил так: максималистский минимализм. Звучит, конечно, парадоксально, да и произносится не менее сложно, зато смотрится действительно впечатляюще. Взять хотя бы для примера флористические принты, узоры на вязаной одежде, рисунок пейсли и прочий орнамент, созвучный с мотивами национальных костюмов. Цветовая гамма – мечта. Нет кричащих кислотных оттенков, при этом совершенно не тускло, в меру насыщенно, достаточно ярко, словно своей роскошной палитрой с нами поделилась сама природа. Немало внимания дизайнер уделяет фактурным тканям, создает смелые комбинации. Так в новом исполнении нам предложили темно-синий деним и вельвет, микс воздушного креп-жоржета и плотной шерсти, сочетание вязаного полотна с пальтовым кашемиром. Черты эстетики боха помимо принтов нашли отражение в акцентной шнуровке, которая в скульптурном силуэте четко обозначила форму песочных часов. А еще в романтических рюшах на полупрозрачных нарядах, в мягко не спадающих каскадом воланах, в бахроме на жакетах, юбках из кожи и замши, в шелковых макси с волнительным вырезом. Сюда же добавим облегающий трикотаж и объемные кардиганы, расписные пончо и пальто, стеганую куртку, джинсовку с воротником из овчины. Есть брюки-клеш в 2 вариациях с максимально высокой линией талии или же с низкой посадкой на бедрах, очаровательный дуэт теплых носочков с обувью, стильные по оформлению сумки, те, что с декоративной вышивкой и модели-пушистики, а также украшения в духе народных ремесленных изделий. Мужские образы вполне уместно и деликатно дополняют женскую линейку, значительно расширяя круг поклонников Etro. Мне нравится, что дизайнер не стал радикально менять общий характер бренда. Винченцо взял самое лучшее у именитого дома моды, дополнил своим настроением и придал современное звучание. Я надеюсь, друзья, коллекция вам понравится. С интересом жду обсуждения модного гардероба Pre-Fall 2025 в комментариях. Приятного просмотра, мои дорогие зрители! Красоты, позитива, тепла и солнечного всем настроения!